еду на работу. Я уже соскучился, блин. Я думаю, вы тоже. Вот так вот классно в августе месяце ехать. Машин нету. Дорога чистая. Сейчас, блин, за часик быстро долечу. Что же у меня за подписчики такие? Все они хотят только работу, работу, Рим показываю, не хотят. Озеро показываю, не хотят. Пришел на озеро отдохнуть, ну думаю, надо же снимать контент, отдых они не хотят, придется работать. Ну а всем, кого я раздражаю на фоне озера, можете перемотать, там я продуктивно работаю на вилле. Чего я буду делать? Ну, смотрите под музыку, нечего тут обсуждать. Просто я валялся часа 2-3, думаю, чем бы заняться. Нашел себе занятие. В прошлый раз как-то на пляже было поинтересней, хоть какая-то развлекуха. Вот забрел к нам кабанчик сюда, поразвлекал весь пляж, мы его тоже покормили. Такой добродушный. Правда, этих кабанов и убытки бывают. Забыл вам снять, есть одно кольцо на развилке, на дороге. Так вот там посадили травку, там всякие цветочки, все перерыли, все. Бедные люди, которые это все сажали. Ну, как-нибудь я буду проезжать, может, завтра на работу ехать, покажу. Вот так вот мы тут живем, в Италии отдыхаем, рядом с дикими кабанами. Рядом тоже сидела компания, пацаны что-то сидели, одним глазом смотрели на меня, решили тоже построить. Ну, досмотрите, там, покажу вам, чего они настроили.
Развлекся. Посмотрели на меня, смотри, что построили. Пишите в комментариях, чья конструкция вам нравится больше. Почти приехал. Думаю, блин, у меня камера не работает уже несколько дней. Думаю, что здесь творится? Я уже переживать начал. Но сейчас посмотрим. Надеюсь, никто нас тут не ограбил и не заселился. О, вроде все тихо. Слава богу. Все нормально, слава богу. Так, ты че не работаешь, блин? Чума, блин. Видите, камеру можно иметь, а... А, это уже тут. Что ты, соскучилась? Как ты так быстро прибежала? Вот так, камеру можно иметь, а она глючит и все, не врубается. А меня интересуют мои помидоры. Помидоры! Офигеть. Ах вы красавцы, созрели. Я так переживал за вас. Не, ну сильно они вкуснее немного. Вкус помидоры. В магазине, конечно, не то. Слава богу, дожди прошли. А что, кабачки? Цветы какие-то хитрые. Когда жарко, они прячутся. Когда прохладно, они распускаются. Блин, сколько помидор. Класс. Ну, хоть что-то. Кабачки уже так слабенько растут. Сначала быстро росли. Ну и слава богу, надоели мне кабачки. Груши все. Следующее у меня еще, ну что, орехи будут. Привет! Ты уже ждешь? Соскучилась тоже. Ну, как вы помните, замок у меня сломан. Захожу я вот здесь. Кстати, надо давление сразу проверить. Держит или не держит. Только бы оно не упало бы. Опять потом мучиться. Видите? Упало немного. Так, залазю я через окно. Блин, ворота же не закрыл. Да ладно. Ой, что у нас тут? Вроде все как было. Шуруповерт. Вот он. Так. Вообще. Так, иду ворота закрою. Купил магнитик сюда такой. Блин, а что? А, так. Что наша ежевика? Оп. Ой, ты какая красавица. Это мой завтрак будет. Блин, реально вкусная. На солнце жарилось, сейчас дожди были. Надо собирать. Что, кошки? Иду вам дам кушать. Я им даю больше, чем своей кошке. Им все мало и мало. На. На. Ешь. Все, идем дальше. Надеюсь, все на месте. Да, блин.
Вообще свет у нас есть. Выбило. Вот почему камера не работала. Бляха-муха. А что выбило? А что случилось? Хе-хе. Ну вот, видите, надо в процессе проживания контролировать. Так, надо начинать работать. Вот за это все я заплатил около 90 евро. Вот эти розетки, вот эти вот ихние фирмы, понимаете? Две разные фирмы, одна и та же розетка, работают одинаково. Это стоит 18 евро, это стоит что-то 9 евро. В работе, ну, никакой разницы, понимаете, какие тут есть нюансы. И вот так вот денежка уходит. А что здесь? Всего ничего. Дом 140 квадратных метров, представляете, вы мне говорите, все поменять. Ага, представьте, сколько это будет стоить. Так, иду менять розетки сегодня. Включу музычку, вам не покажу, бухгалтерские права. Mario per la Basilicata dei trattori cingolati e... Готов. В общем, соскучился я за работой. Я так понял, что многие тоже за моей работой, но просто захотелось в этом году отдохнуть в августе. Обычно я работаю, если есть работы. Бывало, даже по воскресеньям работаешь. Даже есть свои плюсы, потому что дороги пустые, быстро добираться. Даже если работал в Риме, тоже метро свободно, как я вам показывал. Ну, вам не интересно, как всегда, Рим. Я не понимаю, почему людям не интересно Рим. Может, я так снимаю? Ну да, просто другие блогеры вас присадили, опять же, на какие-то вот мусорники, понимаете, какие. Они мне показывают Рим такой, как вижу я. Да, часть зрителей оценили их, но блогеры вам не показывают. Очереди вам интересно, мусорники, росписи, что случилось, кто бомж валяется, вот такое, я так понимаю. Ну, мне это не интересно снимать. Почему я не люблю особо куда-то ездить, там, тратить купу денег, чтобы увидеть там, я не знаю, Эйфелеву башню или еще чего. Оно для меня все, главное, меняется картинка, понимаете? Понятно, что почему вы смотрите другие прогулки, они более насыщенные, конечно, чем мои прогулки. Но, опять же, кому интересно просто, как происходит жизнь, опять же, обыкновенного иммигранта, он так не живет, как у вас в кино. Никто не живет так в кино. Вы просто смотрите, вы не увидите чью-то жизнь таким образом. Вы увидите просто кино. Кино про Испанию, про Италию, про Германию, про другие вещи. А как проходит день у человека, сложно понять. Ну, кому-то это интересно. Кому интересно, смотрите. Марьян пока болеет. Не сказать, что там у него все так аж выздоравливает. Пока что-то непонятно. Ну, я имею в виду почки его. Не переживайте, работы будет много. Показывать буду все, конечно. Как бы я там не лазил по Риму и не встречался с Пашей, как мы погуляли, для разнообразия. Да, все, мне уже, знаете, вот мне сейчас кто-то позовет в Рим, я уже не хочу. Я уже так нагулялся за 2 дня. Во, еще на год вперед. И знаете, в чем кайф от таких прогулок, что я вам показал? Я очень много вам говорил, работал именно в Риме. Вообще вот работаешь где-то в центре, с окна, весь в пыли, весь в грязи. Смотришь, как гуляют эти туристы, думаешь, блин, классно. А ты пашешь. А здесь я почувствовал себя тоже просто туристом. Все, пошел. Что там тарахтит так? Проблемка у меня тут образовалась. Бляха-муха. Что значит не жить здесь и не контролировать? Что он там делает, надо глянуть.
караул стрижет. Так, а мне надо повесить этот фонарь. Так, фонарь. Где фонарь? Надо проверить этот свет наружный. Нема. Выключатель включить, чтобы понять. Только бы был. Только бы был. О, Дио. Грация. Так. Теперь надо разобрать этот. Ну, что нам надо? Нам надо какую-то мини-отвертку. Никакая отвертка не помогла, латунный болт там пустил просто корни. Ну, как вы уже понимаете, безвыходных ситуаций у меня не бывает. Можно, конечно, было бы купить и новый, но этот еще более-менее живой, да и мне всегда интересно ремонтировать, что-то восстанавливать. Выкинуть можно всегда. А с деньгами, знаете, у нас напряженка. Старый шуруп надо отрезать, потом высверлить, ну и сделать дырку для нового шурупа. То есть он фиксирует вот эту саму стеклянную колбу. Я знаю, что все вы любите, что все делается за 5 минут и за 5 евро, но хочется вам показать, что не все за 5 минут, и потому не все стоит 5 евро. Светильничек висит. Можно покрасить, а можно пока так. Следующий этап у нас: не выключается этот свет. Выключается, но, блин, таким, короче, беда. И он должен включать еще здесь свет. Здесь есть такие пульсанты. Где у нас есть? Ну, называется этот переключатель коридорный. Нет. Вот он. Тоже так он, блин, работает. И один должен быть там. То есть два там, один тут. Сейчас мы их будем менять. Короткий. Офигеть, не? Ходит как у себя дома прямо. Ты же тут делаешь? Вот так вот и работаешь. То начинаешь что-то делать, то нету нужного шурупа. Так, я выключил свет, вроде да. То нету нужного шурупа, то скорпион побежал, то телефон разрядился. В общем, такое. Окей. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Блин, тоже треснутая. Да что ж ты такое-то, блин? Да. Как? Вроде была нормальная, а он треснутая. Это на розетке опасно ставить там, где
Постоянно они могут вылетать. А здесь что нажал, и никакой нагрузки нету. Ну, тоже подробно показываю для тех, кто думает, что ну, а что там выключатель поставить. Я считаю, что вот такие пульсанты, или как они по-нашему-то называются, уже не помню, ну напомните, они хуже. Ну, то есть это все дороже стоит. Плюс надо эту релюшку покупать, она клацает все время, тоже может раздражать. И если, кстати, падает напряжение, то эти релюшки тоже некорректно работают. Поэтому такое. Здесь, видите, 2 контакта, и здесь надо меньше проводов. Скажем, если здесь 4 провода идет, то если бы стоял как бы лестничный переключатель или девиатор по-итальянски, то здесь шло бы 6 проводов. Ну, не знаю, что выгоднее. Мне почему-то больше нравится, более, кажется, надежно переключатели ставить. Так, теперь надо этот поставить, наверное, в коридор. И для этого надо включить свет. О, этот коридорный. Этот у нас здесь. И слышите, как клацает там? Немного, наверное, неприятно. Если живешь ты и клац-клац, привыкаешь, но... Блин, видите, везде свои нюансы. Одни засовываются отсюда, другие засовываются, блин, изнутри. Ладно. Издержки производства. Ага, опять потом снимать. Ладно, пусть болтается. Но вот это не работало что-то, я не знаю, что. Так, тут нам надо поставить Siemens. Света говорит, ей неудобно это возле кровати. Хотя бы, чтобы одна была. Так, идем брать розетку. Кстати, на прошлой неделе были сильные грозы. Жена говорит, что ночью один раз встала, такой ветер, все сверкало. Говорит, я ж хотела разбудить тебя, чтобы ты снял видео. Потом сосед мой сказал, что после этой грозы у него чего-то там повырубалось в доме, позгорало. Возможно, поэтому здесь и свет на вилле выключился. Хотя, когда я уходил, все автоматы почти вырубил. Оставил там, ну, камеру и пару каких-то розеток. Что-то какой-то подуставший. Что я сделаю? Он берет на свет, что-то там берет. Ну, ладно, будет так. Кстати, очень плохо, когда вот 2 провода, один полторашка, один 2,5, и они потом неравномерно зажимаются. Этот тонкий, этот толстый. И я считаю, что их лучше скручивать вместе. Возможно, из-за этого и тот почернел, у него был плохой контакт. То есть я предпочитаю сделать так. Поняли, что сказал? Когда затягиваешь, то 2 контакта. Один для этого провода, другой для второго. И один зажмется тонкий, почти может вылезти просто. Так же и тут. Земля. Всегда проверяйте
Что вы там накрутили? То есть в этой комнате вот ни одного Сименса нету. Если вы даже хотите включить пылесос, вы в нормальную розетку, то есть в такую розетку его не всунете. Ну и закрывается она потом такой планкой. Не знаю, это белое, это черное, это синее. Короче, что я сделаю? Мое дело, чтобы электричество было. Эти нюансы надо потом думать, отмывать их, думать, куда ставить. Этот тап можем поставить туда. То есть вот объясняю. Вот такая вилка. Сюда она заходит спокойно. Сюда она не заходит нахер. То есть заходит, но очень проблематично и ну, не для этого она как бы. То есть можно вообще вырвать это. То есть для таких должны стоять такие. Ну хотя бы одна будет на всю комнату. Так, ну и сюда поставим недостающую. Ну блин, она чуть-чуть подуставшая. Эти тоже пара, около 3 евро стоят, особенно для этой марки. Непорядок теперь тут. Видите, коробка есть, но она внутри. И я опять должен что-то мудрить. Там тоже вроде, видите, где крышка внутри. Это все гипсокартон. Надо что-то мудрить. Идем мудрить. Там сейчас я поставлю заглушку. Извиняюсь за... То есть мне так удобно, мне в любой момент просто нужен будет этот какой-то винтик, болтик и опять все выкидывать. Уже пусть так будет. Вообще это пылесосом хорошо все чистить, но оно там, кто его будет разбирать. В той коробке находится антенна, вряд ли она нужна будет здесь. Окей, окей. Так. А что еще этот тут переключает? Этот включает на улице. Этот что, куда? Еще сюда, что ли? Да, в комнату, наверное. Ну, я думаю, он работает. Их здесь 3 получается. 1, 2 и 3. Включим свет. Свет розетки. Окей. Проверим. Так, этот работает. Этот. Окей. Только отмыть надо. Так, только остались вот эти 2 штуки. Так, нашли в этой куче 4 стопа. Нам надо сюда поставить. Ну, поставлю вот так. Чем мне делать? Потому что других вариантов нету. Та подошла, потом просто покрашу ее. Эту ставлю сюда. Если вы там думаете, что это сельский там какой-то вариант, пофиг какой вариант. Знаете, мне надо сделать работу. В это закрыть. Тем более у каждого свое предпочтение. Так, а как же мне это? Ничего нету. Да, иногда просто лень матушка, она... Так, все. Тюдень, блин. Эти 2 слабенькие.
Мы их чуть в бок дадим. А в бок криво зайдет здесь. Ну, попробую аккуратно. А что же оно так-то? А что я сделаю? Будем стараться. И провода могут быть, правильно? Ничего не замкнул. Слава Богу. Здесь стопы. Ну и на всякий случай напомню, те, кто собираются там меня выгонять отсюда, говорят, ну я бы тебя выгнал, я бы тебя не взяла. Здесь все обговорено со Светой. Время обеда, надо поесть, а то я, кстати, пока отдыхал дома, чуть хоть аппетит восстановил, а то ничего не ел вообще здесь. Телефоны подзаряжу. Кстати, купил классный провод, по-моему, 11 или 12, второй вообще 22 евро. Знаете, что скорость зарядки зависит еще и от самого провода. Вы знаете, в этом есть какой-то особенный кайф. Вот так вот на улице, в саду, под деревцом пообедать. Классно. Так что, как всегда, я вам говорю, что здесь не получается вот только одно что-то делать. Он сейчас загрузил мусора. Мешки, бо они собираются, то мои какие-то остатки, то такое. Камеру отремонтировал, перезагрузил. То там обход, то там забилась канализация, прочистил. В общем, тут такое, помимо какой-то своей работы. Вот нужен человек, который будет заниматься по хозяйству. Это как закон, как правило в таких домах. Еду домой. По пути зашел в овощной, покажу вам какие цены, кому интересно. И стоит ли заниматься огородом, выращивать все. Ну, еще раз повторюсь, август месяц обожаю я. Видите, еду домой обратно. Когда такое было? Я ехал со скоростью 30-40 километров в час, половина пути. Ну и по традиции вам оставлю музычку. Какую пока не знаю, сейчас поищу. Всем пока, спасибо за просмотр. Кто не посмотрел, они посмотрели многие прогулки по Риму. Я сделал отдельный плейлист под настроение. Можете отдохнуть на нем. Всем пока. Мира, удачи и добра.